Друзья, здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как правильно подать заявление на развод через суд, что для этого нужно сделать, какие документы вам понадобятся и какие проблемы у вас могут возникнуть. Меня зовут Станислав Федякин, я профессиональный юрист, больше 10 лет помогаю гражданам решать их юридические проблемы. Также не забывайте, что вы можете совершенно бесплатно задать любой юридический вопрос нашим друзьям с сайта юр1.рф. Ссылку вы сейчас видите на экране. Также ссылка есть в описании к этому ролику. Они одними из первых начали оказывать бесплатные юридические консультации через интернет. Так что, если у вас есть любой, абсолютно любой юридический вопрос, например, по разводу, разделу имущества, по алиментам, ДТП, по возврату долга, ну и так далее, тогда обязательно переходите на сайт юр1.рф, ссылку вы видите. Самый частый вопрос, который меня спрашивают, когда пара хочет разводиться, это в каких случаях нужно подавать заявление на развод в суд. Смотрите, брак расторгается в суде в двух случаях. Первое, если у вас есть несовершеннолетние дети, то есть это дети, которым меньше 18 лет на момент подачи заявления на развод. И второе, если у вас нет взаимного согласия на расторжение брака. Что это значит? Если один из супругов не хочет добровольно разводиться, и у второго супруга никак не получается его в этом убедить. Но если у вас нет детей младше 18 лет и есть взаимное согласие обоих супругов, тогда развод нужно оформлять через ЗАГС. Ну а теперь перейдем опять же к документам, которые понадобятся для развода через суд. Чтобы расторгнуть вам брак в суде, в этом случае вам понадобится несколько основных документов. Первое, это, естественно, документ, удостоверяющий личность. Ну, чаще всего, понятное дело, это паспорт. Либо, если это развод с иностранным гражданином, тогда это может быть загранпаспорт. Вам нужно сделать 3 копии. Второй документ, который обязательно нужен, это, естественно, само исковое заявление. Образец заявления для развода можно взять в суде. Либо, что я советую, можно скачать по ссылке, которая есть в описании к этому ролику. То есть по ссылке там же документ идет с образцом. Уже сразу посмотрите, как, что заполнять, чтобы не допустить ошибок. Либо, если у вас сложная ситуация, о которых я расскажу чуть ниже, либо если вы не уверены, что сможете заполнить правильно, ну, например, никогда с этим не сталкивались, тогда заходите на сайт юр1.рф, вот ссылку видите на экране, и вам там подскажут, что нужно делать, какие документы как заполнить, какие графы нужно внести, ну и вообще по всем вопросам вам подскажут. Переходим дальше. Третий документ, который вам понадобится, это свидетельство о регистрации брака. Его нужно сделать тоже в 3 копиях. Кстати, исковое заявление тоже должно быть у вас в 3 экземплярах. Потому что одна копия, она идет для ответчика, вторая копия документов идет для самого суда, и на 3 копии вам ставят отметку о том, что у вас исковое заявление приняли. Поэтому желательно все делать по количеству сторон, плюс еще один документ для себя. Вот. В случае, если вдруг вы потеряли свидетельство о регистрации брака, то есть у вас нет оригинала, тогда нужно получить дубликат. Сделать это можно в ЗАГСе. Дальше переходим. 4-й документ. Может понадобиться выписка из домовой книги ответчика, если иск подается по месту жительства ответчика. Либо выписка из домовой книги истца, если вы будете подавать документы по своему месту жительства. Но сейчас с выписками проблема, то есть их обычно не дают. Поэтому если у вас есть выписка из Росреестра, в которой уже указаны собственники, тогда можно приложить копию этой выписки. То есть заказать выписку из Росреестра можно через МФЦ или по интернету. Либо она у вас может быть где-то в документах уже есть. Либо еще проще, вы вообще можете приложить копию страницы из паспорта, в которой уже указан адрес регистрации. 5-й документ. Это вам понадобятся копии свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. То есть детей, которым еще не исполнилось 18 лет, если такие дети у вас есть. Дальше, 6-й документ. Обязательно нужно получить квитанцию об уплате государственной пошлины. Сейчас она составляет 600 рублей при подаче заявления о разводе через суд. Квитанцию можно оплатить в большинстве банков. В некоторых ЗАГСах даже бывают терминалы на 1-м этаже, где можно сразу внести наличные, вам выдадут чек, ну этот чек можно уже приложить. Ну, проще, конечно, сделать все через банк, отделение банка, там вам подскажут, там есть консультанты, которые
помогут вам ввести все реквизиты, потому что вы их, конечно, наизусть вряд ли знаете. Вот. Ну, и их можно тоже получить в суде, но лучше сделайте все в отделении банка, если вы с этим сталкиваетесь первый раз, опять же, для того, чтобы не допустить ошибок. И последний документ, если вы не хотите вообще всем этим заниматься, тогда можете просто нанять представителя, юриста или адвоката, юридическую фирму какую-то, которая за вас будет вести ваше дело и ходить в суд. Но на своего представителя, то есть на юриста, обязательно нужно сделать нотариальную доверенность. Также важно помнить еще об одной ситуации. Если развод у вас будет с женщиной, которая находится в состоянии беременности, ну то есть беременна, либо которая родила меньше года назад, тогда разводиться можно будет только при ее согласии. Поэтому лучше всего взять такое согласие в письменном виде и приложить его тоже к исковому заявлению. Теперь разберемся, куда вообще нести все эти документы, все вот эти вот наши копии. Исковое заявление нужно подавать в суд по месту жительства ответчика. Но бывают ситуации, когда по состоянию здоровья вы не можете сами добраться до места жительства ответчика, до его суда, или с вами живут несовершеннолетние дети. И вот в этой ситуации уже вы можете обратиться в суд по месту вашего жительства. Если у вас нету спора о детях или каких-то имущественных спорах на квартиру, на какое-то имущество, тогда исковое заявление нужно подавать в мировой суд. Но если у вас есть спор о детях, то есть вы не знаете, с кем ребенок останется, какой будет порядок общения с ребенком, какие будут алименты, то есть какие-то есть споры о детях, либо имущественные споры, либо вы вот сразу в своем заявлении будете просить установить алименты, тогда нужно подавать исковое заявление в районный или городской суд. Если с поданными в суд документами все у вас будет в порядке, тогда в течение 2 недель это заявление передадут судье, и судья уже назначит дату рассмотрения вашего дела. Но есть еще один очень важный пункт. Ваши требования о разделе имущества вы можете сразу указать в исковом заявлении, которое будете подавать, то есть заявление о расторжении брака, а можете подать самостоятельный иск уже после развода. Ну, такие ситуации часто практикуются, если у вас есть какое-то дорогое имущество, или если есть несколько квартир, которые никак не можете разделить между собой, не можете договориться, составить мировое соглашение. И вот в этой ситуации для вас может быть удобнее подать отдельное исковое заявление уже о разделе этого имущества. То есть вы сможете заранее проконсультироваться с юристом, оценить все риски, попытаться прийти к какому-то консенсусу, составить мировое соглашение. Но, повторюсь еще раз, в каждой ситуации это решается по-разному. Поэтому если у вас есть какое-то имущество, вам может быть полезнее и целесообразнее будет подать уже отдельное заявление о разделе этого самого имущества. Есть еще такая сложная ситуация, когда квартира приобреталась в браке, особенно часто это бывает, если она приобреталась в ипотеку, тогда тут тоже могут возникнуть трудности с разделом, с суммами, которые должен будет платить каждый супруг. Опять же, будут сложности в доказывании, кто платил большую часть ипотеки, когда находился в браке. То есть много вопросов может возникнуть, которые лучше всего обговорить с юристом, если вы до этого не занимались бракоразводными процессами, если у вас не было большого опыта по разделу имущества. Поэтому вот мой совет: либо спросите бесплатную консультацию хотя бы у юриста, либо обратитесь в фирму, которая уже будет заниматься вашим бракоразводным процессом, разделом этого имущества. А вот, к примеру, на алименты можно уже подавать сразу же, то есть в этом же заявлении, в исковом заявлении о разводе, если вдруг у вас не получилось договориться о выплатах, о суммах алиментов до суда, не получилось составить, допустим, мировое соглашение у нотариуса, или отец там, или мать ребенка не готовы выплачивать алименты, вот тогда сразу просите в заявлении о разводе установить сумму. Помните, опять же, что алименты можно у нас устанавливать в твердой сумме, а можно устанавливать в процентах от доходов. Но это уже решает судья. То есть, если человек, к примеру, является безработным, то чаще устанавливают какую-то фиксированную твердую сумму. А если у него есть официальный доход, тогда устанавливают процент. То есть, там на одного ребенка 25%, на двоих детей 33%, и на троих детей или больше уже 50%. И теперь я кратко расскажу, что же дальше у вас будет происходить в зале суда после того, как вы подали все документы. Если на заседание придут оба супруга, лично или придут их представители, и они на заседании на этом придут к взаимному согласию о расторжении брака,
тогда суд может вынести решение о разводе уже сразу после первого заседания. Но если кто-то не может прийти лично, тогда можно подготовить письменное согласие на расторжение брака. Еще иногда его называют отзыв, чаще это просто письменное согласие. Вот образец опять же можно скачать по ссылке, которая будет в описании. Если вдруг один из супругов на первом заседании будет отказываться разводиться, тогда суд дает время на применение. Чаще всего это срок от 1 до 3 месяцев. Если же ко второму заседанию мнение не изменится, тогда суд, скорее всего, примет самостоятельно уже решение о разводе. Но бывает ситуация, когда не желающий разводиться супруг вообще не приходит на заседание, или его представитель не приходит в суд. И вот если такая ситуация повторяется 3 раза, то есть 3 раза человек не приходит в суд, тогда судья может расторгнуть брак автоматически без его участия. И это чаще всего происходит как раз таки вот за 3 заседания. То есть если на 3 заседания человек не является, то судья принимает решение о расторжении брака. Ну и последний вопрос, который чаще всего спрашивают, это нужно ли идти вообще в ЗАГС после того, как будет решение суда. Отвечаю коротко, да, нужно. После того, как решение будет получено, после того, как оно вступит в законную силу, вы уже перестаете считаться мужем и женой. Но вам все еще нужно зарегистрировать этот факт развода и получить свидетельство о расторжении брака. Сделать это можно только через ЗАГС. То есть вы в суде уже получили решение, оно вступило в силу, и потом с этим решением вам нужно прийти в ЗАГС со всеми документами для того, чтобы зафиксировать вот сам факт развода. И вам нужно взять с собой паспорта, также копию решения суда о расторжении брака. На этой копии решения должна стоять синяя печать, которую вам поставят в канцелярии суда. Также нужно заявление о том, что вы хотите внести запись о разводе. Также понадобится еще одна квитанция об уплате государственной пошлины. Сейчас она составляет 650 рублей. И причем заплатить эти 650 рублей должен каждый из супругов. Это требование у нас прописано в статье 333.26 Налогового кодекса. И пятое, если заявление подается через портал госуслуг, тогда понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Подать документы на развод можно в отдел ЗАГСа по месту жительства или по месту регистрации брака. И свидетельство о расторжении брака обычно выдают уже в этот же день, то есть день обращения, когда все документы вы принесете. И теперь перейдем к дополнительным вопросам, которые тоже у меня иногда спрашивают. Вот спрашивают, как вообще можно разводиться с иностранцем, то есть с иностранным гражданином. И тут на самом деле все очень просто. По нашим законам развод с иностранцем вообще ничем не отличается от развода с гражданином Российской Федерации. То есть нужно подать те же самые документы, но все документы, которые будут на иностранном языке, нужно заранее перевести и заверить у нотариуса. И обычно нотариусы сами говорят, в какой компании можно сделать перевод. И вот еще такой момент, если вы, к примеру, регистрировали брак в другой стране, тогда у вас свидетельство о регистрации брака тоже будет на иностранном языке. И по законам Российской Федерации его нужно тоже перевести и легализовать. Кроме того, еще вот один вопрос, который меня иногда спрашивают. Можно ли брак вообще признать недействительным? И на самом деле, да, в некоторых ситуациях действительно этот брак можно признать недействительным. И в этом случае супруги вообще полностью освобождаются от обязанностей, которые у них возникают. Например, они могут не делить совместное имущество. Но брак признается недействительным только через суд и в нескольких вот ситуациях. Основное это если один из супругов скрыл, что уже был в браке и не расторг его. Конечно, между гражданами Российской Федерации такая ситуация редко встречается, но, к примеру, если один из супругов гражданин другой страны, другого государства, если брак заключался в России, то бывает сложно проверить, расторг ли он свой брак в другой стране или нет. И вот в такой ситуации, да, иногда признают брак действительно недействительным через суд, и имущество потом уже не делится. Также, если один из супругов вступил в брак по принуждению, тогда тоже могут признать этот брак недействительным. И третье, если на момент вступления в брак кому-то из супругов не исполнилось 18 лет и у него не было соответствующего разрешения. Ну и есть еще там 4-й пункт, он состоит из нескольких подпунктов. Если, допустим, супруги являются ближайшими родственниками или если являются усыновителем или усыновленным,
Либо если же один из супругов на момент заключения брака был признан судом недееспособным, тогда да, тоже такой брак через суд во всех этих ситуациях может быть признан недействительным, но для этого нужно подавать соответствующее исковое заявление. Также помните, что все документы, о которых я сегодня говорил, можно скачать по ссылкам в описании к этому ролику. Ссылка на подробную статью и инструкцию, как действовать, тоже есть в описании. Обязательно переходите. Также не забывайте, если у вас есть любой, абсолютно любой юридический вопрос, переходите на сайт юр1.рф и получайте бесплатную юридическую консультацию. Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал. Я регулярно рассказываю о том, как решать различные юридические проблемы, с которыми вы можете столкнуться в своей жизни. С вами был Станислав Ведякин. Скоро увидимся.